Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Сегодня мы узнаем, какие сюрпризы приготовил нам Кевин Кенни, когда услышим вторую часть интервью с Димашем, кто занимает все первые места на Friday Livestream. Everybody say light brown. Light brown. Everybody say Suman. Suman. И что нужно делать для победы в голосовании на MTV USA. You wanted the best, you got the best. The man himself, Dimash. Итак, друзья, полным ходом идет новый этап голосования на MTV USA Friday Livestream. Его ведущий Кевин Кенни приготовил какой-то сюрприз. Он опубликовал загадочный твит «Say YA» Tuesday, Dimash. Если перевести на человеческий язык, то, скорее всего, это означает «See Tuesday, Dimash». Увидимся во вторник. Одно ясно, во вторник будет какой-то сюрприз для Диас. Как вариант, смеем предположить, что Кевин опубликует вторую часть интервью с Димашем. Первая часть была аж 12 декабря, потому что дальше тянуть с публикацией беседы уже невозможно. Напомним, что максимальный рекорд по задержке публикации интервью с Димашем принадлежит Арману Давлетярову, генеральному директору Российского национального музыкального канала Муз-ТВ. Интервью было 18 февраля 2020 года, а опубликовано аж 14 ноября. Да, что-то на музыкальных каналах не торопятся. Надеемся, что в случае с беседой от Кевина Кенни так не произойдет, и мы все-таки услышим вторую часть интервью с Димашем. Также Кевин Кенни опубликовал второй загадочный твит. Понятно, что формат сообщений в Твиттере краток, но в этот раз Кевин был максимально лаконичен с вот таким предложением: 1 РТ равен 1 реквесту. Надеюсь, мы правильно разгадали ребус, что 1 ретвит равен 1 реквесту, или другими словами, голосу для учета голосования. Если да, то Кевин нам немного упростил голосование. Спасибо, конечно, внимательные зрители заметили, что Кевин с таким предложением обратился и к другим фанатам, участвующим в голосовании. Может, так мы сможем подарить первое место Димашу на MTV USA. Ну что ж, посмотрим, к чему может привести такое предложение. К повышению популярности Кевина это точно приведет. Кстати, друзья, опять подтверждаются наши предположения, что Кевин поднимает свои рейтинги за счет фанатов. Представляете, какое количество ретвитов получит сообщение ведущего? Напоминаем, зачем вообще нужно принимать участие в таком голосовании: для популяризации творчества любимого артиста, для демонстрации клипов Димаша на MTV USA, для завоевания в далеком будущем иностранного приза для артиста. А пока Димаш занимает несколько недель второе место. На первом месте SB19, филиппинский бойс-бенд из 5 человек, который дебютировал в 2018 году и состоит из Джоша, Седжуна, Стелла, Кена и Джастина. Участники были выбраны из сотен начинающих айдолов во время прослушивания талантов корейской развлекательной компании в 2016 году. Итак, друзья, поддержим Димаша в голосовании. Вот с каким настроением работает, к примеру, зрительница нашего канала Ира Хайт. Я тоже так считаю. Голосование – это поддержка для певца. Даже если он и не займет первое место, я думаю, что оно не за горами. Ведь важно не только занять, но и продержаться на первом месте. Чем дольше, тем лучше. Мы должны показать всем, что не бросаем борьбу и до конца сражаемся. Я хоть и не понимаю, как в Твиттере голосовать, но ставлю лайки под реквестами и видео про Димаша в Твиттере Кевина и пишу «Реквест Димаш». Может, это и неправильно, но по пятницам голосую.
Хоть это тяжело дается и сводит с ума эта блокировка и ночь. Друзья, давайте пожелаем всем нам удачного голосования на этой неделе, а Димашу первого места. Всем большой рахмет и отличного настроения!